это новый корабль от Gatac Industries. Это наш первый специализированный носитель для истребителей снобов. У нас есть две категории кораблей-снобов. Это истребители-снобы и корабли-снобы. Этот корабль создан специально для истребителей и снобов. Им нужен носитель, потому что у них нет квантовых двигателей. Поэтому у них очень ограниченный радиус действия, и для их перемещения нужен более крупный корабль. Там, где происходит действие. И хотя внешне Тлуэ может напоминать Рейлан, это совершенно новый корабль. Самое заметное изменение в задней части корабля — это большая дверь ангара. Она открывает доступ в большой ангар, в задней части которого также есть воздушный щит. Тлуэ имеет такое же вооружение, как и Рейлан, плюс две дополнительные дистанционно управляемые турели в верхней и нижней частях кормы. В задней части Тлуэ есть 4 отсека для снобов, а также 96 стандартных контейнеров для груза. Этот груз нужен для того, чтобы игроки могли использовать механику ремонта, дозаправки и пополнения боезапаса в задней части корабля. Так что там есть место для ремонтной мобильной капсулы, если вы ремонтируете корпус, для водородного топлива, если вы заправляетесь, для ракет, если вы пополняете боезапас, или для боеприпасов, если вы перезаряжаете оружие. Это совсем другая среда, к которой мы привыкли на многих кораблях, созданных людьми. Геоны — мастера гравитации и магнетизма, поэтому задняя часть Тлуэ — это его центральная часть. Там не только расположены 4 отсека для снобов, но и пространство организовано по принципу 360 градусов, что позволяет вам войти внутрь, обойти весь корабль, чтобы добраться до посадочной площадки. Мы используем настоящую антигравитационную технологию, так что вы можете передвигаться самостоятельно. Это стены, но на самом деле эти стены — пол. Эффект получается практически мгновенным. Здесь нет реального ощущения подъема и падения. Вы можете пробежаться трусцой по всему периметру. Это просто невероятная технология. Здесь действительно весело играть. Когда вы покидаете ангар через один из выходов с обеих сторон, вы проходите через небольшое помещение для подготовки пилотов Снапфайра. Это маленькие коридоры, похожие на пещеры, которые позволяют вам отвлечься от напряженной работы. Испытайте на себе полет на истребителе Курносый и почувствуйте спокойствие и безопасность остальной части корабля. А затем, как только вы вернетесь в шахту главного лифта, вы снова окажетесь в зоне общего пользования, к которой вы привыкли на Райдене. Вся эта комната-развалюха, которая похожа на огромное пространство с очень высокими потолками. Эти массивные арки с обеих сторон обрамляют все пространство. У меня такое ощущение, что я нахожусь в шикарном турецком ресторане. В этом есть что-то от Гранд-Базара. А общий художественный язык напоминает что-то вроде ар-деко. В Slash Alien мне нравится использовать органические материалы, например, настоящий инопланетный камень на стенах, который выглядит красиво, как настоящий архитектурный шедевр. Комнаты доступа в башнях расположены по одному с каждой стороны корабля. И они кажутся действительно интересными. В них есть немного больше возможностей, чем в обычных башнях. Мне нравится называть это приемом в башне, просто потому, что создается ощущение, что ты приходишь на прием, чтобы увидеть башню. И там есть действительно красивое окно, из которого открывается прекрасный вид на борт корабля. А перед ним стоит симпатичная скамейка. Если сидеть и смотреть, то там есть несколько спасательных капсул. Вся комната выглядит очень уютно и интересно. Предназначен для тех, кто хочет участвовать в бою, но предпочитает играть роль поддержки. Очень доволен кораблем. Мне кажется, мы превзошли самих себя, особенно с внутренней частью в задней части корабля. У вас не такая уж большая огневая мощь, но ее достаточно, чтобы отвлекать других игроков и позволять союзникам из вашего флота помогать в достижении целей. Ваша задача — поддерживать свои истребители и вызывать огонь на себя. Создавать как можно больше хаоса на поле боя. Вы словно рой разъяренных ОС, которые могут напасть и атаковать. А если вы слишком сильно разозлите противника, он может вернуться, а вы просто уйдете в безопасное место. Знаете, нам ведь нужен инопланетный истребитель, верно? Да, я об этом думал.
Одна из вещей, которые особенно нравятся нашим игрокам в новом корабле, это старая добрая игра в что поместиться. Почти всегда получается намного лучше, чем мы ожидаем. Попробуйте на свой страх и риск. Пусть коготь сборщика войдет в заднюю часть корабля. Это похоже на проктологию. Мы подлетаем ближе. Нижняя часть сильно повреждена. Это официальный запрос.